Друзья, всем привет! Да, знаю, давно не выходило никаких роликов, особенно связанных с таким ивентом, как Хэллоуин, но надеюсь, что в ближайшее время у меня будет действительно больше его, и я смогу вам больше дать информации по различным аспектам игры. Ну и также, ребят, это было очень сильно все связано с тем, что разработчики конкретно натупили с последним обновлением, посвященным ко дню Хэллоуина. Они выпустили изначально обновление на Android-устройствах, и игроки на этих устройствах благополучно играли в этот ивент, показывали нам, что же там все-таки происходит. Это они скидывали скриншотики различные и свое мнение в телеграм-канале. Кто еще, ребят, не подписался на него, обязательно подписывайтесь, потому что там очень и очень много полезной информации всегда. А вот игроки iOS-устройств очень ждали обновы, но, к сожалению, ее не было. И разработчики выпиливают потом новость, что извините, но мы на эту платформу не успеваем сделать обновление. Дают компенсацию нам в 200 кристаллов, но это действительно, ребят, мало, потому что мы потеряли какое-то определенное количество времени. И говорят, что в скором времени обнова все-таки выйдет. Так и произошло, обнова появилась, она появилась, конечно, позже, и изначально нам было показано, что ивент будет проходить всего 3 дня. Потом, видимо, разработчики подумали, что это не сильно хороший ход с их стороны, и добавили нам все-таки еще дополнительное количество времени. Это около 4 дней. Таким образом, что игроки на Android-устройств играют в этот ивент около 11 дней, 10, а вот игроки iOS-устройств играют ровно там 7-8 дней на этом ивенте. Таким образом, получается, что игроки на Android-устройствах смогут собрать весь магазин. Но мои результаты я вам сейчас покажу и расскажу, ребят, что я буду все-таки покупать. На данный момент осталось всего 3 дня, 5 часов до конца хэллоуинского события. У меня получилось собрать 79 тыкв и 485 конфет. Я играю в это событие действительно очень и очень немного, а так как тыквы и конфеты падают как с обычных глав, так и героических глав, вот такое количество получилось нафармить. В среднем я стараюсь, чтобы мне выпадало от 1 до 2 тыкв в обычном или в героической главе. Так как я играю в различные главы, в принципе, такое количество падает. Что касается конфет, их действительно очень большой избыток, и их падает действительно очень и очень много. Друзья, смотрите, есть лимит на выпадение ивентовых вот этих вот вещей. Всего в главе может упасть 11 штук. Это может быть 2 тыквы и, например, 9 конфет, либо 7 конфет и сколько там, 4 тыквы. Так что следите за этим моментом, и вы будете понимать, сколько вам этого всего падает. Плюс, ребят, не забывайте обязательно про ивент, который приурочен к этому событию. Там падает довольно-таки хорошее количество как конфет, так и тыкв. У меня получилось выносить около 6 тыкв в этом ивенте. Да, я это все делаю перезаходом, стараюсь, чтобы за один этаж мне падала 1 тыква. Там действительно очень и очень много всего падает. Но хотел вам сказать, что не стоит покупать дополнительную попытку в этом ивенте, потому что все же эти итемы вы можете выбить реально в обычной или в героической главе. Давайте теперь переходить к тому, что же все-таки я буду покупать в этом ивенте. Но первоначально я буду покупать обязательно скин Гуги. Во-первых, он даст нам 125 атаки всем героям. И, ребят, не помешает еще один скин в коллекции. После, я думаю, что все-таки стоит купить самоцветы 2 уровня и 1. Они стоят действительно очень и очень мало. Вы их покупаете и собираете дальше свои самоцветы до 10 уровня. В скобочках это очень-очень сложно сделать, но, тем не менее, это хоть чуть-чуть вас, но приблизит. Дальше, ребят, обязательно покупайте золотые и фиолетовые билеты. Это вам даст возможность приобретать следующие скины, которые вы хотите, потому что билетов действительно надо очень и очень много. После этого вы можете, в принципе, покупать фиолетовые ключи. Когда вы купите все 10 и откроете все 10 сундуков, у вас есть 100% шанс, что выпадет 1 фиолетовая шмотка. Дальше уже, в принципе, по желанию. Это либо золотые ключи, либо рандомные осколки. Также расскажу вам, ребят, что присутствует такая тема. Вы можете купить больше, чем на самом деле есть в этом ивенте. Это все надо делать нажатием на 2 предмета одновременно. Я это все попробую вам показать уже под конец этого ивента, когда уже соберу, например, там
там около 180-200 тыкв и смогу вот все вам показать, как это все работает. Ну и вы посмотрите, какие, например, рандомные осколки мне падают, как я покупаю скин на Гугу и так далее. В принципе, это все, что связано с ивентом хэллоуинским. Обязательно играйте, покупайте все. Это круто, это бесплатно по сути, так что обязательно это используйте. Ну а мы двигаемся дальше и немножко поговорим про остальные обновления, которые разработчики предоставили нам. Первоначально хотел сказать, ребят, что в игре появились новые скины, и это скин на Хеликса. Как я и говорил, скин на Хеликса выглядит действительно очень и очень бомбический, и плюс он дает шанс попасть в голову, когда у вас осталось менее 30% здоровья. Это по большей степени что коса. Плюс он даст вам 60 атаки всем героям. Плюс прогрессия, ребят, там может даже получиться немножко больше. Но какой в этом скине самый большой плюс? То, что вот в обычных и героических главах он дает именно это, а когда вы в этом скине идете в PvP режим, он дает совершенно другое. Давайте сейчас опустимся и почитаем. Итак, ребят, если у вас меньше 30% жизни, наносимый урон восстанавливает жизнь. То есть это по большей степени работает как кровожадность. Если уже кто-то приобрел этот скин и сходил в этом скине в PvP режим, ребят, обязательно напишите в комментариях, как он вообще работает. Действительно ли он настолько крутой в PvP режиме или нет, потому что мне будет действительно очень интересно это послушать. Дальше я уже говорил, что выходит еще один скин. Я думал, что это кот. На самом деле, ребят, это Райан. Скин довольно такой прикольный. И умение этого скилла попадение по врагу дает шанс призвать тыкву, наносящую постоянный стихийный урон. Ну и плюс он даст вам 600 хп всем героям. Плюс прогрессия там получится действительно больше. Там может 800, 900, а может даже и 1000. Но он, ребят, также стоит 100 золотых билетов. Я на самом деле, если выбирать между этими двумя скинами, все-таки, наверное, приобрел бы скин на Хеликса, потому что у него есть какие-то умения в PvP режиме и прикольные умения в игре обычных глав и героических. А также, ребят, появился вот этот скин, который я вам уже показывал, на Гугу. Гугу я еще не купил, но это совсем скоро. Во-первых, он даст 125 атаки всем героям, плюс прогрессия. Там получится бустануть свой аккаунт где-то на 150, может на 160 атаки. Это все зависит настолько, сколько у вас прокачаны все остальные аспекты игры. И плюс говорят, что этот герой помогает вам свободно пройти любую абсолютно главу. Особенно, ребят, 28-ю, которая тоже появилась в этом обновлении. И как я вам, ребята, говорил, что эта глава состоит из одних боссов. Я также после того, как приобрету Гугу, обязательно схожу в 28-ю главу и покажу вам, как ей проходить ее. Потому что уже неоднократно видел в телеграм-канале, как ребята проходили эту главу. Ну что ж, в принципе, ребят, вот таким получился ролик про обновление. Обнова, скажу так, в принципе, в чем-то она прикольная. Плохо, что разработчики затупили. Еще вам забыл сказать, ребят, что совсем скоро я уже приобрету Гугу. У меня 24 тысячи новые монеты, но, ребят, Гугу стоит 25. В общем, она тоже скоро у меня появится, и скоро я ее затестирую и расскажу вообще свое первое впечатление об этом герое. В общем, таким получился ролик. Я надеюсь, что он был вам полезен, хоть и с опозданием. Всем вам спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.